Приветствую вас, друзья! У нас прогноз 3 декада ноября, знак зодиака Рыбы. Давайте, рыбульки, посмотрим, что вас ждет с 20 по 30 ноября. По всем сферам жизни мы коснемся любви, отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также получим советы от Таро, от оракулов. И в конце расклада у нас будет маятник, который ответит на ваш вопрос «да» или «нет». Рыбы. 3 декада ноября. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в любви, в отношениях? Первая карта у кого не есть. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, что у вас будет происходить? Для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней, в конце ноября? И советы или предупреждения от Таро. На дне колоды пятерка пентаклей. Это у нас в конце ноября. Пятерка пентаклей может говорить о каком-то временном кризисе. Это может быть кризис в работе, в финансах, в отношениях. Тут может быть какие-то небольшие конфликты. Также у кого-то может быть проблемы с жильем. Но в любом случае карта всегда говорит, что кто-то может вам помочь. В данном случае вам может помочь ваша семья, ваши родные, близкие. Или, может быть, это друзья, которые уже как члены семьи. Ну, тут какие-то у вас сомнения. Может быть, что-то купить, куда-то поехать, а может быть, не хватает финансов. Хотя здесь у нас есть прибыль. Да, вот может быть, поездка какая-то или покупка крупная вам предстоит. Так, сюрприз неожиданности Рыбы. Так, 3 декада ноября. Давайте посмотрим. Да, вот смотрите, здесь какая-то очень сложная ситуация была. Она у вас заканчивается. Даже по поводу чего хочу посмотреть. Может быть, у кого-то были проблемы со здоровьем. Или были какие-то вот неясности. Гроб — это вот что-то такое закрытое. Может быть, проблемы были из-за вот этой изоляции, которая не давала вам что-то реализовать. Но звезды — это всегда улучшение ситуации, это какие-то надежды, это реализация. Может быть, это связано с вашей работой, с какими-то творческими проектами. И если это были проблемы со здоровьем, то звезды всегда говорят об выздоровлении. Была гора какая-то, препятствие было, которое вы не смогли преодолеть. У нас тучи — это, как правило, природное явление. Мы на это никак повлиять не можем. Может быть, конечно, и ваши сомнения были какие-то. Вы эту гору сами выставляли в каком-то вопросе. Но звезды говорят, что вот эта ситуация оканчивается, происходит улучшение к лучшему. Это карта освобождения, облегчения, спасения, какое-то новое начало. У кого-то здесь может быть увлечение эзотерикой или приход, например, к духовному росту, к интуиции. Может быть, это что-то связано с религией. И в то же время карты говорят, хватит мечтать, а начинайте уже действовать. Вот маг, да? Маг — это человек, вижу цель, не вижу препятствий. Самые главные возможности будут даваться для реализации. Даже если вот эти планы были нарушены тем, что происходит в мире, в любом случае что-то вы сейчас можете воплотить в жизнь. И в начале этих 10 дней у вас тут какая-то движуха начинается. Конечно, это может быть ваше ожидание, то есть развитие какой-то ситуации, получение документов, может быть, какие-то поездки, может быть, что-то связано с работой, бизнесом, с финансами.
Также восьмерка говорит, если в каких-то делах был вот полный ступор, то сейчас начинается движение. Причем по звездам это могут быть даже несколько вариантов развития, расширения, множество предложений или большое количество общения, может быть, через интернет. То есть карта может говорить о получении каких-то новостей, документов, то, что вы долго ждали. Давайте одну карту уточним. С чем тут движение? Конечно, это может быть и новые отношения, и новая работа. Вот что-то, желание ваше какое-то, ситуация, над которым вы очень много трудились, вкладывали туда силы, энергию. Или это справиться с какой-то сложной ситуацией. Вот выйти из этого тучи, гроб, гора, ну вообще прям безнадега. Если это было заболевание какое-то, это справиться с болезнью. Конечно, сила всегда говорит, эта карта, когда мы проходим сложности, мы обретаем вот эту мудрость. Это когда через терпение, может быть, мы укрощаем свои какие-то низменные желания, агрессию, гнев. Но все это делает нас сильнее изнутри. Поэтому карта говорит, вы справитесь с какой-то сложной задачей, и все у вас разрешится. Для тех, кто в отношениях или в браке, здесь ложится паж мечей. Могут быть какие-то неприятные новости. Также может быть небольшое недопонимание, конфликты в отношениях. Может быть какие-то споры, то есть когда вот нам нужно прийти к общему знаменателю. Конечно, еще это карта слежки, контроля. Может быть здесь споры по поводу обучения детей. Или нужно прояснить какую-то ситуацию. Вот эту вот ситуацию какого-то закрытия. Ну, давайте посмотрим. Одержать победу. Нет, в любом случае, смотрите, рыбки, что бы у вас тут не было, если это кто-то болел, вы справитесь, вы одержите победу над этим заболеванием. Если здесь было недопонимание в отношениях или в браке даже, какие-то, может быть, конфликты, ссоры, опять же вы все это преодолеете. Через терпение и такт. Вот вы рыбульки, да, вы эмоциональны, а вам говорят, постарайтесь сдержаться. Вот в первую очередь ваши эмоции. Может быть, еще, знаете, паж мечей говорит, чтобы прояснить какую-то ситуацию, выйти из сложного положения, может быть, нужно с кем-то проконсультироваться или что-то найти, например, в интернете. И тут мы сидим, да, серфинг у нас, и мы ищем. Тут карта еще говорит, если вы тут будете принимать какое-то решение, здесь вам поможет ваша проницательность и ваша интуиция. Вот именно звезды и говорят, что вот это то, что вы очень интуитивны, поможет вам справиться с какой-то сложной, тяжелой ситуацией. Если у кого-то здесь были судебные дела, и вы зашли в тупик, здесь карта говорит, вот, проконсультируйтесь с юристом. Тут не по пажу, это не нанять юриста или адвоката, это именно получить консультацию. И тогда вас ждет удача в суде. Может быть, есть какие-то споры из-за наследства, из-за недвижимости. Почему вам совет говорят, наймите какого-то, или сами проявляйте активную деятельность, решайте этот вопрос, или наймите какого-то специалиста, который вам поможет. Хорошо, для тех, кто в поиске, вы в поиске, и у нас карта ожидания. Здесь, знаете, по семерке, может быть, есть у вас кто-то на примете. Может быть, вы ждете, когда человек обратит на вас внимание. А вам говорят, не надо ждать, маг. Если вы кому-то испытываете чувства, начинайте действовать. Ну, хотя бы покажите человеку, проявите к нему интерес. Может быть, человек ответит вам взаимностью. Вот здесь восьмерка, да, это отношения, это продвижение к цели. Но сила, это нужно справиться, может быть, со своими страхами или смущением, робостью. И дать знать человеку, что вы к нему неравнодушны. Давайте посмотрим.
Вот что я и сказала, да, четверка — это боязнь перемен, это боязнь признаться человеку, это закрытие в своей вот этой норке, это страхи. Вот я сейчас признаюсь, а вдруг меня отвергнут? Ну вы хотя бы попробуйте. А если не попробуйте, вы и не узнаете, ответит человек взаимностью или нет. Вот пятерка — это, конечно, кризис. Это заниженная самооценка. Здесь нужно или с кем-то посоветоваться, или заручиться, ну, если вы боитесь признаться, например, какому-то мужчине. Ну, подключите подругу или родственницу. Вместе пригласите человека. Новые отношения, новая любовь, смена статуса. Но вот через преодоление неуверенности в себе. Ну, помощь, да, кто-то вам поможет. Как я и сказала, кого-то позовите, пригласите, с кем-то, может быть. Может быть, например, у этого парня есть друг. У вас есть подруга. Ну, подругу подключите с другом, чтобы вот вместе в какой-то компании. Если уж вам самому или самой очень сложно признаться в любви кому-то. Хорошо. Работа, карьера, бизнес. У нас здесь ложится иерофант. Вы знаете, иногда карта говорит о том, что человек стоит на карьерном распутье. Даже если у вас есть работа или занятость, все равно у вас здесь может возникнуть вопрос о том, иду ли я по своему собственному пути. Вот эта вот двойка, сомнения, оставаться на этой работе, а может быть начать что-то свое. Или если вы уже своим занимаетесь, может быть, еще нужно получать знания, обучаться. Тут еще может быть встать кому-то под руку. Если вы молоды, может быть, у кого-то научиться. Вот, какой-то гуру, преподаватель. Может быть, здесь вообще связано что-то с духовным поиском, йога или духовной практики. Или, может быть, вы уже человек опытный, вы уже можете кого-то обучать. Это может быть еще и преподавательская деятельность. Или, может быть, здесь вам придется, например, поступить куда-то учиться, чтобы дальше двигаться по карьерной лестнице. Еще иерофант — это может быть работа в IT-технологиях. Может быть, есть какая-то закрытая компания, где нужно соблюдать устои и правила. У кого-то, может быть, это работа международная компания, может быть, через интернет. Может быть, сейчас вам, например, предложат стать наставником, а у вас вот будут тут сомнения. Давайте мы уточним иерофанта. Пятерка. Я говорю, пятерка — это может быть реально вот кризис, что там, где вы работаете, вы не можете развиваться. Может быть, и предложение какое-то поступит, потому что вот здесь вы будете сомневаться. Императрица, как правило, это работа на себя. Это, может быть, у вас есть какой-то творческий проект, куда вы вкладываете свои силы, но вот что-то пошло не так. Зашли вы в тупик. Нет развития. Здесь вам советуют выбирать еще какие-то новые направления. Или выходить на новые платформы. Ну, если вы, например, работаете в интернете, значит, другие страны. Другие страны, другие контакты. Вам нужно как-то себя показать. А может быть, еще карта говорит, да, проекты есть, но еще мало развития из-за того, что мало знаний. Учитесь. Так, могут вам что-то предложить здесь. Или, знаете, вот у императрицы, да, человек вынашивает какую-то идею, мысль, замысел, и хочется его воплотить в жизнь. Тут или ваши страхи, сомнения, что не получится, или вот реально мало знаний, да. Или, может быть, нужно заручиться чьей-то поддержкой. Скорее всего, это работа из дома. Может быть, получить от какого-то человека поддержку или совет дельный вот по иерофанту. Тогда карта говорит, вы добьетесь успеха. Может быть, как раз это в начале этих 10 дней вот справиться с какой-то ситуацией,
Ну и еще, может быть, решиться на какой-то новый проект. Чему и совет карта говорит. Или действуйте уже сами, или получите у кого-то поддержку. Но я думаю, что вы здесь работаете или на себя, или у вас какая-то автономная область, какой-то, может быть, свой проект, может быть, на удаленке из дома. Может быть, вы работаете где-то, но хотите что-то еще начать, какое-то новое направление. Тем более, если время позволяет, почему бы нет. Для тех, кто в поиске, да, ищите туз пентаклей. Шанс найти хорошую работу. Вот пятерка может говорить о безработице. Десятка — это или, может быть, начало семейного бизнеса, или, может быть, это присоединиться к какой-то команде. Это может быть частный бизнес или какая-то сплоченная команда, или, может быть, это государственная структура. Но здесь очень хорошие будут отношения с коллективом. Есть перспективы роста, то есть от туза до десятки пентаклей. То есть можно продвинуться по карьерной лестнице, ну и получить стабильный заработок. Или, может быть, это еще, может быть, придет какая-то прибыль, и вы можете начать. Ну или тут 3 человека, то есть какая-то команда. Но тут и работа, которая вам будет нравиться, и хорошие отношения с коллективом. И с этими людьми вы можете добиться очень больших успехов. Вот вам в совет говорят, или опять же начинайте, или для того, чтобы вот в эту команду влиться, вам нужно будет составить переговоры. Вот этот маг, да, фокусник. Он показывает все, на что он способен. Он еще может очаровать, заболтать. То есть это человек, который умеет разговаривать, умеет договариваться и добивается желаемого. Поэтому здесь хорошие шансы. Хорошо, финансы. Да, финансы — это, во-первых, получение прибыли. Это может быть продвижение по карьере, это может быть что-то заработанное. Также кто-то поедет на заработки, кто-то уже приедет с деньгами. Еще по рыцарю Пентаклей это покупка собственности. Это может быть покупка автомобиля, ну, покупка продажи, да. Покупка может быть участка земли, квартиры, дома, но это потребует от вас вложений. Или квартира без отделки, или участок земли, на котором вы построите дом. Или это может быть покупка какого-то старого дома. То есть туда, куда нужно будет еще вкладывать. Там может быть ремонт или переделка какая-то. Но в любом случае в деньгах здесь движение. Здесь еще, может быть, кто-то вам долг отдаст. Или кто-то будет тратиться вот на какую-то поездку. Ну, я уже говорила, да, это может быть на заработки. В конце ноября у вас двойка жезлов, какая-то развилка, выбор или ожидание. Ожидание каких-то новостей, ожидание поездки, ожидание приглашения на новую работу, выбор вступать, не вступать в новые отношения, показывать человеку, что я к нему что-то испытываю. Очень много сомнений, переживаний. А также, может быть, выбор связан с каким-то направлением вашей деятельности. Может быть, вот покупка, например, автомобиля или покупка там дома, участка земли. Здесь колебания, да, что и то вроде нормально, и это нормально. И нам тяжело выбрать. Хорошо, давайте мы посмотрим. Кто-то ждет приглашения, вот, может быть, на новую работу. Королева жезлов. Тут может быть ожидание помощи от какой-то дамы. Королева жезлов — это может быть представительница огненной стихии. Или это дама, которая может быть связана с работой, с бизнесом, может быть приглашение на новую работу, да. Мы ждем. Или мы ждем какой-то поездки. Еще карта говорит, если вы сомневаетесь, начинать, не начинать что-то, то по королеве жезлов вас ждет успех. Особенно все, что касается работы, карьеры, финансов, ну и, конечно, личной жизни. Еще королева жезлов — это женщина, которая всегда наводит порядок. Будь то в бизнесе, в работе, будь то в отношениях, будь то в домашних делах.
Вот если какая-то ситуация у вас в доме, которую никто решать не хочет, или вы не знаете, как найти выход из этого положения, вот вам, рыбкам, нужно брать, женщинам особенно, на себя решение этого вопроса, и вы добьетесь успеха, с чем бы это ни было связано. Так, хорошо. Давайте мы, ну, по магу я уже сказала, давайте мы получим для вас советы. Или действуйте сами, или с кем-то посоветуйтесь. Совет от Веканского оракула для рыб, 3-я декада ноября. Совет для рыб. Так, 25-й перевернутый сейчас. Эта карта называется «Книга теней». В перевернутом положении она говорит: вернитесь к основам своей духовной практики и практикуйте лишь самые простые базовые вещи, пока не почувствуете, что пришли в согласие со своим священным внутренним «Я». Это тут было для тех, кто работает. Еще у нас совет от оракула Королевы Луны, Рыбы, 3-я декада ноября. The Void. The Void — это пустота. Карта говорит, для вас пришло время отдохнуть и перезагрузиться. Отпустите все, что больше вам не служит, и перестаньте сопротивляться. Потому что пустота — это время возможностей. Когда мы освобождаемся от того, что больше нам не нужно, нам приходят новые возможности. Карта говорит, постарайтесь освободиться от каких-то негативных паттернов, мыслей. Вообще откажитесь от всего старого. Такой вам совет. Давайте посмотрим маятник для рыб. Маятник, ответь, пожалуйста, рыбам. 3-я декада ноября, на их запрос да или нет. О чем бы они ни спрашивали. Ответ да. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Всего хорошего.